Непонимание механизмов работы нашей души, нашего подсознания, нашего мини-бога приводит к завышенным ожиданиям, а в итоге к разочарованиям и потере веры. Обидно, когда, начитавшись волшебных историй про то, что если вы прослушаете ту или иную чудодейственную медитацию или сверхэффективный саблиминал на ютубе, то сразу похудеете на 20 килограмм, получите грудь на 2 размера больше, выиграете миллион в лотерею и избавитесь от порчи из глаза. И все это за одно единственное прослушивание. Правда, вместо обещанного вы с вероятностью в 99% получите фигу, а в худшем случае бессонницу, головную боль и повышенную тревожность. В ожидании мгновенного чуда вы бросаетесь испытывать на себе всякие экзотические психотехники, не до конца понимая, как они работают, и не осознавая, что часто вместо пользы они могут принести вред. У меня к вам вопрос с подвохом. Вы часто едите из помойки? Что? Вам не нравится мой вопрос, и вы считаете его оскорбительным? Ну да, вы же разумный человек и любите свой организм. И не будете пихать в него всякую гадость. Ведь можно получить несварение, отравление, а может быть даже и летальный исход. Ой-ой. Вы предпочитаете питаться полезными и безопасными продуктами, в идеале вкусными, свежими и экологичными, потому что не хотите себе навредить. Так почему же это самое правило не срабатывает в случае сомнительных экспериментов над своей собственной психикой и мозгом? Наш мозг очень сложный механизм, не говоря уже о нашем подсознании. Откуда это странное стремление запихать в него потенциально вредную и мутную дурь, только что найденную на ютубе? Хорошо, в этот раз я не буду говорить о вреде халтурных саблиминалов и медитаций, чтобы не напугать вас. В нас и так с детства сидит куча фобий. Зачем добавлять еще одну? Но я дам вам несколько простых критериев для соблюдения ментальной гигиены, чистоплотности, которым вы должны следовать, выбирая очередную медитацию, саблиминал или нейропрограмму на ютубе. Первое. Доверие автору, сабмейкеру, нейромагу. Вы должны доверять автору нейропрограммы медитации саблиминала. Это очень важный момент, так как ее создатель в данном случае выступает как проводник, духовный наставник и учитель. Происходит многоуровневый обмен энергией, и от чистоты помыслов проводника в том числе зависит ваше ментальное здоровье и эффективность нейропрограммы. Второе. Нейропрограмма саблиминал медитации должны быть правильно собраны. Аффирмации и установки в них обязаны быть экологичными. Правильно составленная нейропрограмма не вызовет у вас отторжения, не навредит и не активирует какие-либо детские травмы или страхи. Она прежде всего безопасна. В саблиминалах очень хорошо, когда сабмейкер публикует на своем сайте или в описании к саблиминалу список аффирмаций и установок, которые были использованы. Третье. Продолжительность. Эффективность нейропрограммы медитации саблиминала почти всегда напрямую зависит от ее продолжительности при прочих равных условиях. Дело в том, что эффективность минутных или даже нескольких секундных саблиминалов, набирающих сейчас популярность на ютубе, равна нулю. И такая короткая продолжительность объясняется только ленью сабмейкера, какое бы красивое оправдание вы не прочитали в описании под таким сабом. К тому же в короткий саблиминал технически невозможно поместить достаточное количество трансформирующих установок, чтобы они были качественно приняты и расшифрованы нашим подсознанием. Настоящая эффективная нейропрограмма построена по классическим законам гипносессии. Прослушивая ее, вы должны успеть расслабиться и в идеале погрузиться в нужное трансовое состояние. Тогда установки, заложенные в ней, имеют неплохие шансы обойти защитные механизмы вашего подсознания и закрепиться в нем. А вот короткие саблиминалы будут у вас работать только если вы способны мгновенно переходить в трансовое состояние.
так как это умеют делать опытные йоги, нейромаги и некоторые психопрактики. Четвертое. Фоновая музыка. Она выступает проводником, цель которого – провести вас от начала и до конца такого важного трансформирующего путешествия. Кроме этого, она должна помогать вам достигнуть нужного уровня релаксации для того, чтобы погрузить вас в транс. Большая часть саблиминалов на Ютубе просто наложена на популярную музыку, иногда даже со словами песен, что является грубейшей ошибкой. Лучше уж совсем без музыки, чем так. Ну, это если вашей целью при прослушивании конкретного саблиминала является работа над собой, а не просто побалдеть под топовую трендовую песенку. Музыка должна быть нейтральной, в идеале совершенно вам незнакомой, чтобы она не вызывала никаких старых воспоминаний и ассоциаций, которые снизят эффект и пользу от нейропрограммы. Пятое. Заявленные цели нейропрограммы саблиминала медитации. Наше подсознание, душа, мини-бог не умеют самостоятельно расставлять приоритеты. Для этой цели у нас есть сознание, которое отлично работает в связке с нашим эго. Вы самостоятельно должны выбрать и определить для себя важность поставленных целей. Очень важен ваш фокус внимания, ваша концентрация и одержимость поставленной целью. Другими словами, нужна ваша вера. Не распыляйте ее на все подряд. Учитесь расставлять приоритеты. Нет смысла одновременно слушать саблиминалы медитации и нейропрограммы, которые заточены на решение разных, а порой и противоположных задач. Они не будут работать вместе. Универсальная, общая, направленная на решение широкого круга проблем медитация саблиминал нейропрограмма почти всегда проигрывает по эффективности специализированной, направленной на решение конкретной задачи. Для примера, если некий саблиминал обещает вам разом, что вы похудеете на 10 килограмм, у вас исчезнут прыщи, а бонусом вы получите зеленый цвет глаз и денежное изобилие, то я советую вам лучше поискать отдельный саблиминал под каждую конкретную задачу. В этом случае будет хотя бы не нулевой шанс достичь желаемого результата. Шестое. Длительность и частота прослушивания. Здесь важно понимать, что лучше всего работать с медитацией, саблиминалом нейропрограммой, когда эффект от нее будет максимальным. А это случается тогда, когда мы находимся в волшебном трансовом состоянии, и защитные механизмы нашего подсознания ослабевают. Поэтому максимальный эффект будет при прослушивании нейропрограмм перед сном или с утра на пробуждении. Альтернативой является самостоятельная практика глубокой релаксации с параллельной работой над собой. Как долго слушать? Нейропрограммы саблиминалы медитации нужно слушать до тех пор, пока они не сработают. Запись новых программ в подсознание и их активация требует некоторого времени, но здесь все это очень индивидуально. Вы сами поймете, как только медитация начнет работать, и автоматически перестанете слушать, когда эффект будет достигнут. Интуиция и собственные ощущения вместо жесткого расписания. Такой путь. Ориентироваться нужно на срок от 2-3 недель и больше. А вот после уже можно переходить на следующую задачу, подобрав нужную нейропрограмму. В самосовершенствовании и самопознании важно терпение. Поэтому все эти глупости про решение проблемы за одно прослушивание лучше забыть. Но это если только вы уже не обладаете такой же верой, как Иисус наш Христос или Готама Будда. Седьмое. Усиливают эффективность нейропрограмм медитации саблиминалов использование в них личных персональных данных, имени, личностных предпочтений, характеристик, соответствующего пола, гендера. Это я к тому, что очень редко бывают эффективные универсальные юнисекс-саблиминалы, которые одинаково подходят как девочкам, так и мальчикам. Аффирмации, обращенные к слушателю в неверном гендере поле, автоматически вызывают отторжение.
Так уж сложилось, что у ребенка уже с 2-3 лет формируется понятие собственного пола. И это является краеугольным камнем его самоидентичности в нашем обществе. Поэтому нейропрограммы обязаны учитывать этот фактор. Редким исключением выступают обезличенные, не выделяющие пол слушателя голосовые медитации. Такие медитации могут создавать лишь опытные и профессиональные мастера, в совершенстве владеющие словом, психотерапевты, гипнотерапевты, духовные учителя и гуру, что встречается не так часто. Иногда самая эффективная нейропрограмма та, которую вы создали самостоятельно. Да, это серьезная задача, для решения которой требуется определенный опыт работы над собой. Ну и результат может быть просто ошеломительный. И прийти он может даже раньше, чем вы эту нейропрограмму доделаете и начнете применять. А сейчас я вам открою главный секрет 100% успешной самотрансформации. На этих знаниях построены многие закрытые эзотерические и религиозные секты. Написаны толстые высокодуховные книги, учебники и писания, чтобы среди кучи разных бессмысленных, но очень замудренных ритуалов и правил скрыть, по сути, этот очень простой секрет. Ну а духовные наставники, маги, коучи и гуру будут месяцами, а то и годами брать со своих последователей и адептов горы денег, обещая желанное просветление и духовность, но так и не расскажут этого главного простого секрета. Итак, чтобы получить нужный нам результат, понадобится 1. Правильно созданная нейропрограмма. 2. Трансовое состояние. 3. Ваша вера. Выполнение этих 3 пунктов в разы ускорит желаемые вам перемены. Все 3 компонента обязательны. А что, если вдруг не сработало? Если вы так думаете, то вам нужно пробежаться по всем пунктам заново и понять, что вы делаете не так. Если все сделано правильно, то не сработать нейропрограмма, медитация, саблиминал просто не могут. Тут без вариантов и исключений. До новых квантовых встреч!